Всем привет и добро пожаловать на мой канал, который постепенно превращается в Наталья ТВ, Две двери продакшн. Добро пожаловать! В этом видео я покажу вам свою летнюю подборку парфюмов. Это будут не все ароматы, которыми я планирую пользоваться, но вот в этом видео будут именно они. Лето вообще время нового досуга, новых впечатлений и, конечно же, новых знакомств. Так что давайте все смотреть, совсем знакомиться. Поехали! Первый аромат, который хочу показать, называется Honoré Delight от бренда Ex Nihilo. Я очень люблю этот парфюм. Это один из моих самых любимых. Это сладко-пудровый аромат. Здесь есть ирис. И здесь есть горчинка. Вот ровно столько, сколько нужно. Это нероли, апельсин. Это замечательный, нежный, пудровый, женственный аромат. Я просто его обожаю. На самом деле у него есть прозвище, я дала ему прозвище. Оно звучит как «приставала», и я сейчас поясню. Я помню, как-то, купила этот парфюм, нанесла его и сидела, пила кофе на улице, и через пару столиков от меня мужчина вдруг начинает мне говорить: «Девушка, что у вас за такой аромат? Да что у вас за духи? А как называется? А то, а сё». В общем, стал он как-то такие проявлять признаки заинтересованности в моей персоне. Я, честно говоря, растерялась в этот момент, потому что обычно у меня, спрашивают дорогу. То есть мой самый частый вопрос – это: женщина, не подскажете, где здесь шиномонтаж? Я думаю, как мы вот от этого перешли к девушка, да, здесь отдыхаете. Так что эффект я здесь заметила, шлейф у него присутствует, и как заметно, да, я им, в общем-то, активно пользуюсь. Следующий аромат, который я люблю носить именно летом, это Eros Parfum от бренда Versace. Это, конечно, красота. Я его чувствую как жасмин, немножко пионов таких, даже как пионовидная роза. И есть колкость в нем, такая, видимо, за счет бергамота. Этот парфюм создавала очень много разных парфюмеров, известных с громкими именами. Вот чем мне нравится парфюмерия Versace? Потому что вот я на себя нанесла, я от себя именно аромат чувствую. Он меняется, переливается. Вот, например, молекулу, да, это же всегда лотерея. То есть можно на себя ее нанести, и вы можете ее от себя чувствовать или нет. Другие будут, а вы не факт. Вот здесь факт. Вы ее, вот эту композицию от себя чувствуете. То есть, например, целый день вы бегаете по работе, какие-то дела, суета. Вечером, например, вот этот новый досуг летний, да, невероятный, перекопать огород, да, посадить рассаду. И вот вы вечером, закрываете теплицу с помидорами, да, и тут вдруг раз от вас пахнуло эросом. Да, он такой: я здесь. Это и строгий, и яркий, и одновременно свежий аромат, который действительно, он вот с вами очень длительное время. Следующий аромат, который я планирую носить летом, это аромат, который называется Sensual Orchid от бренда Laurent Mazzoni. Я его и зимой тоже иногда носила, но летом все-таки он по-другому звучит. Если у вас нет этого аромата, вы не знаете, как он пахнет, он очень похож на Oud Orchid от бренда Mancera. Я как-то специально ходила, делала параллельный затест в магазин. Действительно, процентов, наверное, на 90 они похожи. Но это, конечно, да. Это сладкий миндаль, как это говорится, пуазонит, мандарин, ваниль. Есть две версии этого аромата. Говорят, что первая версия была более сливочная и более стойкая. У меня ее не было. Вообще у этого аромата непростая репутация. По-разному его называют. Я даже где-то слышала недавно, что он входит в какую-то подборку типа топ ароматов для свиданий. Типа свиданий с сайта знакомств. Чего только люди не придумают. Кстати, у нас же Tinder перестал работать в России. Но хотя я думаю, что странные люди оттуда никуда не делись, и странные мужчины, которые пишут странные сообщения, типа «скинь фотки тела». Я сегодня никого не убивала, хочется ответить. Вот. Если серьезно, аромат женственный. Я понимаю, почему он попадает во все эти подборки, просто потому что у него есть какая-то вот изюминка. Это красивый женственный аромат, чтобы нравиться и себе, и тому, кому вы хотите понравиться, я так скажу. Следующий аромат, который хочу показать, это один из моих любимых брендов. Это бренд Rituals. Аромат у них называется Fleur de Himalaya.
У меня небольшой вот такой вот флакончик. Я знаю, что Rituals сейчас трудно купить у нас в стране. Я следующий аромат покажу, ну, аналогичный, в похожем направлении. Если говорить про этот аромат, ой, это очень красиво. Это роза, это немножко мускуса, и тоже здесь вот пионы. Красивый, тоже с небольшой горчинкой, именно поэтому вот мне летом нравится, когда есть что-то вот типа от бергамота, от апельсина. Не знаю, что здесь, эту горчинку здесь дает, но я ее здесь совершенно четко чувствую. Этот аромат, мне кажется, именно универсальным, и вообще подобные вот парфюмированные воды, да, когда, например, вы где-то за городом или вы на море, где вот не хочется сильно перегружать себя ароматами, или, может быть, не знаю, вы там, у вас активный досуг какой-то, ну, например, вы ходите за грибами, там, не знаю, или там купаетесь на озере. Следующий аромат тоже вот наподобие Rituals, такая очень доступная, красивая, хорошая, легкая водичка. Elizabeth Arden White Tea Vanilla Orchid. У меня тоже небольшой флакончик, я им пользуюсь в основном летом. Ну, это классический такой летний аромат для меня. Чай, ваниль. Прям вот орхидея я здесь не чувствую. Ну, вот такой небольшой, может быть, ее оттенок. Вот у меня эти духи всегда в сумке летом, то есть когда хочется его нанести. Да, у него нет какой-то зашкаливающей стойкости, но это тот аромат, который вот он удобный именно для лета. То есть он не перегружает, он легкий, он дарит какое-то чувство такой свежести, чистоты. Особенно с учетом того, что я люблю вот эти вот все ванильные акценты. Замечательный аромат, у него много разных фланкеров, там есть просто white tea, разные какие-то его версии. В общем, пользуюсь летом прекрасно. Следующий аромат, я купила себе его на лето, 30 мл, называется Жозе от бренда Eisenberg. Вот таким вот образом он выглядит. Этот аромат, это достаточно известный аромат. Я его чувствую как лаванда, американо, такое свежесваренное, и немножечко лимонные цедры, все вместе. Я все пытаюсь найти аромат с нотой кофе, который бы мне очень понравился. Этот неплохой, планирую пользоваться. Я могу сказать, что я его ощущаю от себя достаточно долго, несколько часов точно, но от одежды он звучит дольше, чем я чувствую его, например, от себя. Посмотрим, как он будет себя вести летом, обязательно вам еще потом расскажу. Ну и еще один аромат, который хочу показать, планирую его носить и летом тоже. Я делала на него достаточно подробный обзор, это Initio Rehab. Это очень красивый аромат. Ну, это вишня, это тоже лаванда. И всеми нами любимый лимонный курт, он же лимонный тарт. Свежий, красивый, супер стойкий, обращает на себя внимание. Буду смотреть, как он будет раскрываться именно летом, потому что весной он показал себя очень хорошо. Initio вообще бренд, который мне нравится. У меня есть в парфюмерных хотелках несколько ароматов, которые я куплю. Но я надеюсь на это, по крайней мере. Вот. На этом у меня все. И хочу сказать еще большое вам спасибо за то, что вы в прошлом видео поделились на тему ароматов взрослой женщины. Я поняла, что эта тема очень актуальна, очень интересные комментарии. И спасибо вам большое за фидбэк. Это действительно для меня очень важно.